Привет, друзья! В общем, в этом видео хотел немножко поделиться про свой опыт создания сайта на Notion. В общем, я давно слышал про то, что можно делать сайты, да, и это очень удобно. То есть можно, например, редактировать свой сайт, не выходя из заметок, вот, и тем самым не нужно дополнительно заходить в какую-то админ-панель. Вот, и в целом настраивается все очень быстро, не нужно каких-то специальных знаний, но на практике оказалось не совсем все так, как я себе это представлял. Вот, и в конечном итоге я все же решил перейти на WordPress. Вот, и сейчас тут расскажу некоторые такие моменты. Вот, возможно, кому-то тоже это поможет, скажем так, принять решение. Вот, мне бы в свое время такое бы видео помогло бы. В общем, у меня была задача достаточно простая: сделать сайт-портфолио, и чтобы можно было вести блог. Ну вот, и, в общем, мне нравилась идея в том, что я могу сидеть в своих заметках, да, и, соответственно, тут же сразу же это все редактировать, и оно будет появляться. В общем, Notion предлагает опцию на бесплатном пакете, да, так скажем, можно сделать 5 сайтов с доменом 3 уровня. То есть здесь домен вашего сайта и потом домен самого Notion. Если нас такая история не устраивает и мы хотим поставить свой домен, то есть два варианта. Значит, первый — это просто купить домен и сделать редирект, например, на вот этот сайт. Но здесь также, скорее всего, возникнет ряд проблем, но одна из которых — редирект не всегда работает корректно. Даже если все настроено правильно, там один раз из 5 он просто не работает и не открывает сайт. Ну, в общем, и от редиректа пришлось отказаться. В самом Notion есть возможность подключить свой собственный домен. Но для этого нужно купить подписку плюс. Например, если мы хотим ее купить на месяц, то это будет 11 евро или 11 долларов. И плюс за каждый кастомный домен, то есть нужно купить домен, и плюс еще за каждый кастомный домен нужно платить дополнительно по 10 евро в месяц за сайт. За один домен, за сайт дополнительно по 10 евро в месяц. Вот, и итого мы получаем 21 евро 50 центов в месяц за один сайт, за один домен. Вот, что, мне кажется, есть варианты гораздо более бюджетные, да, в этом плане. Если это просто сайт-портфолио или сайт-визитка, или нет какой-то задачи. Соответственно, есть тоже ряд решений. Можно сделать кастомный домен через сервис. Один из таких сервисов называется Bullet. Но и таких сервисов есть несколько, по-моему, но я насчитал около 5 таких основных, и плюс еще есть там всякие мелкие сервисы. В общем, здесь достаточно купить подписку, вот, и с этой подпиской, соответственно, можно подключить домен, вот, через их сервис. И при этом не нужно покупать подписку плюс на Notion. То есть можно использовать бесплатную подписку Notion, заплатить за подписку, например, на Bullet и подключить кастомный домен. То есть таким образом, я так понимаю, что они это делают через CDN-ки. Вот, и, соответственно, в общем, идет такое подключение. Подключение несложное. Вот, если есть какие-то проблемы, всегда можно связаться с поддержкой, они достаточно быстро отвечают. Вот, но здесь есть, опять же, ряд определенных нюансов. Значит, вот, например, сейчас покажу, как выглядит сайт, уже готовый сайт. В общем, вот так у нас выглядит готовый сайт. Да, здесь, соответственно, странички, портфолио, здесь блог. Это выводится через базу данных на Notion. То есть это делается очень просто. В этом плане это очень удобно. Вот, таких баз данных можно выводить сколько угодно, причем с абсолютно разных. То есть можно делать вообще разные вариации контента. И это на самом деле реально очень классно. Вот, то есть здесь у меня просто видео, портфолио, и здесь блоги. Вот, в данном случае это динамический контент, то есть вы добавляете посты, и оно, соответственно, обновляется. Да? Здесь верхнее меню. Вот это верхнее меню, оно настраивается уже через Bullet. И первая проблема, которая есть, это нельзя добавить под меню. То есть вот оно идет вот такое, и уже с ним мало что можно сделать. Вот. Вторая проблема — это перевод. В общем, для того, чтобы сделать сайт мультиязычный на Notion, нужно доплатить еще
по-моему, в 2 раза. То есть нужно купить подписку. И третий момент — это то, что я хотел этого избежать, но у меня в конечном итоге не получилось. То есть теперь как выглядит процесс, если мне нужно обновить контент, добавить какой-то пост на блог. То есть в данном случае я захожу в Notion, делаю какой-то, либо добавляю какой-то пост, вот, либо изменяю какой-то контент. Вот, но изменение не выходит сразу на моем кастомном домене. То есть на вот этой странице я могу увидеть сразу изменения, но для того, чтобы они появились нам на сайте уже на моем домене, для этого нужно зайти в админ панель Bullet и, в общем, нажать Publish. Это работает не очень хорошо. То есть оно бывает очень долго. То есть оно бывает там до нескольких минут нужно ждать, пока появятся изменения. И, в общем, только после этого появляются изменения. То есть нужно все равно заходить в админ панель и нажимать вот это Publish. В общем, это то, чего я хотел избежать. Вот здесь, как вы видите, настраиваются странички. Да, вот они здесь. Вот это оно, естественно, идет из Notion. Вот, также настраиваются цвета, все остальное, бренд, все настраивается через, значит, Bullet. И также есть страница SEO, которая частично редактируется в Notion и частично редактируется здесь. Вот здесь есть внутренняя аналитика, но она очень базовая. Вот, и, соответственно, для того, чтобы получать какие-то больше данных, нужно еще, в общем, покупать уже самый дорогой пакет. Подписка стоит, по-моему, $9 в месяц. Вот, а если нужно сделать сайт мультиязычный, она стоит, по-моему, 18, в общем, что-то такое. И вот, также есть возможность добавить код, то есть он добавляется. Сейчас, по-моему, посмотрю, по-моему, он добавляется уже непосредственно в страницу. Да, вот код Google Analytics. Вот, в целом все достаточно просто, все достаточно удобно. Но вот эти вот нюансы, которые я писал, в общем, все портит. Вот, и в конечном итоге я решил отказаться, потому что на WordPress гораздо больше возможностей для кастомизации, куча разных плагинов и так далее. Хотя для Notion тоже есть плагины, но они тоже платные. Например, вот контактная форма, вот такая простая, она идет бесплатная. Вот. Но если что-то нужно дополнительно, то там, по-моему, сразу уже нужно платить, по-моему, 30 евро в месяц, что-то такое. То есть достаточно недешевый такой вариант. Вот. И плюс иногда бывает сайт недоступен. Вот. И также иногда бывают проблемы с доменом. То есть, если ты заводишь, напишешь, например, www.leromfilms, то он открывается. Если ты не пишешь www, он не всегда открывается. Вот. Я так понимаю, что это что-то связано с редиректом, но я не особо прям силен в технических каких-то деталях. Но единственное, конечно, можно выделить на Notion определенное преимущество. Это, конечно, создание вот таких простых баз данных. Например, до этого я пробовал делать на Wix. Вот. И на Wix там это было достаточно непросто сделать. Например, если тебе нужно сделать какую-то там базу данных с какими-то там ресурсами, сайтами, и у тебя там их, например, там, не знаю, 500, вот, то, например, на Wix это сделать не так-то просто. Вот. И вот на Notion это, в принципе, сделать. Я видел, например, много сайтов, сделанных на Notion, где видел такой базы данных, где там, не знаю, порядка там, 1000 записей. Вот. И это достаточно удобно. Потом это удобно, опять же, скопировать к себе в свой Notion. Вот. Но думаю, что все же решение, которое я принял, отказаться и перейти на WordPress, я думаю, что оно было правильное. Вот, так что, в общем, что думаете, пишите, и надеюсь, что информация помогла как-то лучше принять решение.